В начале мая Энто и Ариэль получили из лап почтальона долгожданный увесистый пакет. Разорвав коричневую бумагу, пес вынул письмо и ключи. Они тихо звякнули у него в лапе. Пара лабрадоров давно мечтала о собственном жилье, о таком, где нашлось бы место и для кабинета мастерской изобретателя Энто, и для комнаты вдохновения ботаника Ариэль. И, разумеется, для кухни, гостиной и спальни тоже. И вот наступил этот день. Маленький городок в благодарность за полезнейшее открытие Энто подарил ему квартиру на верхнем этаже пятиэтажного дома недалеко от тихого центра. Казалось, это место ждало именно их. Открыв дверь и войдя внутрь, они ощутили необыкновенную, будто обнимающую мягкость. Здесь пахло деревом, нагретым на солнце, старой бумагой и чем-то еще, наверное, просто пустым и заждавшимся домом. Через высокие окна лился солнечный свет. Старенькие светло-желтые обои давно выцвели и обрели непередаваемо нежный оттенок. Потертый паркет отливал янтарем. Лабрадоры ходили по пустым комнатам, заглядывая в гостиную с балконом, маленькую спальню, кухню, единственное место, где осталась сделанная умелым плотником мебель. Наконец распахнули дверь в комнату, которая тут же попросилась стать кабинетом, где поселятся книги, чертежи и макеты Энто. «Что ж», – промолвила Ариэль, – а я вполне могу разместиться и в кухне. Поставим полку в уголок, наверное, там поместятся мои дневники и все остальное». Энто прошелся по квартире еще раз и еще. Заложив лапы за спину, буравил глазами стены, потолок, ковырял ногтем пол, пробуя паркет. То хмурился, то улыбался, рассматривал в окна соседские крыши, улочку, что-то бормотал под нос. Наконец распахнул балконную дверь и шагнул наружу, где долго стоял, глядя то вниз, то в небо, то вертя головой по сторонам. Маленький городок позвякивал трамваем и изредка гудел моторами машин. Воздух был полон щебета птиц, жужжания пчел и шмелей и духа цветущих акаций. Ариэль уже представляла, как обустроит их дом. В следующую пару недель собаки очистили паркет и покрыли его лаком, покрасили стены. Квартира наполнилась слегка старомодной, но очень милой мебелью, которая так нравилась лабрадорше. Она украсила окна белыми шелковыми шторами, а стены своими акварелями в рамках. В гостиную постелили ковер с длинным ворсом, привели в порядок кухонный гарнитур, которому не терпелось вместить столовую утварь, баночки, приборы и прочее, что помогает сделать жизнь не только уютной, но и вкусной. Впервые Ариэль ощущала себя хозяйкой собственного дома. Только одно слегка огорчало. Ее дневники, книги, кисточки, гербарии, краски, перья, чернила до сих пор оставались в коробках в углу кухни. А Энто все чаще впадал в свое странное задумчивое настроение. Ариэль знала, такое случается, когда ее муж охвачен очередной изобретательской идеей. И вот однажды он вернулся домой не один, а с парой здоровенных ротвейлеров в синих комбинезонах и оранжевых касках. Это были то ли братья, то ли сын с отцом, почти на одно лицо, с широкими скулами и маленькими каштановыми глазами. Они втащили в чистенькую прихожую стремянку, кувалды и ведра. Ариэль обомлела. Она едва закончила обустройство, трудилась, не покладая лап, и тут такое. Она изумленно уставилась на мужа. Но он лишь молча поцеловал ее в лоб и вместе с псами протопал на кухню. Троица принялась буравить взглядами потолок прямо над коробками с ботаникой. В следующую пару минут сокровища Ариэль были бережно перенесены псами в кабинет, после чего они, о боже, принялись долбить кувалдами потолок. Он стал покрываться трещинами, а куски штукатурки посыпались на блестящий паркет. «Что вы делаете?» – закричала лабрадорша. «Энто, объясни, наконец, что ты творишь?» Она была в отчаянии. Неужели все, что я терла и мыла 2 недели, теперь покроется пылью?
«Успокойся, милая», — только и сказал ее муж. Он улыбался во весь рот, как дитя, которому купили сразу дюжину стаканчиков пломбира. «Тебя ждет, возможно, лучший в твоей жизни подарок». Ариэль знала, если Энто что-то задумал, лучше сдаться и смотреть, что из этого выйдет. О да, она пугалась таких сюрпризов. При этом, что говорить, именно они делали ее жизнь такой непредсказуемой. Мама предупреждала: выходишь замуж за изобретателя, спокойной жизни не жди. С этими мыслями Ариэль наблюдала, как в потолке кухни образуется безобразнейшая дыра. Когда она достаточно выросла и показалось небо, Энто ловко взбежал по стремянке и выпрыгнул прямо на крышу. «О да, я так и знал!» – ликуя прокричал он куда-то в воздух, а через секунду добавил, наклонившись к жене: «Поднимайся!» Ариэль неуверенными шажочками, поддерживаемая ротвейлерами с обеих сторон, взобралась по лестнице вверх. И вот она рядом с Энто на крыше. В лицо ей дунул ветер, показавшийся здесь каким-то свободным и дерзким. Он пах свежими булочками из пекарни на углу. Звуки улицы здесь были тише. Редкие облачка, казалось, плыли прямо над макушкой. «Дорогой», – прошептала Ариэль, – «как просторно!» «Оглядись, на этой плоской крыше можно танцевать», – сказал Энто. «И видны дальние холмы, и вон, смотри, дубовая роща». «Волшебно! Но как же теперь наша кухня?» – спохватилась она. «Я все же не понимаю». «А теперь твой подарок, вернее, пока только задумка, но уверен, до конца лета мы ее воплотим. Только представь». Он обнял ее за плечи и повернул назад. «Вон там, на той стороне, мы построим домик из дерева, с окнами во всю стену. У тебя будет вдоволь места». «Ты просто гений!» – восхищенно прошептала Ариэль. «Я бы никогда такого не представила». «И это не все», – добавил пес, подрагивая от возбуждения. «Здесь вокруг столько места, и ты его заполнишь». «Я? Заполню? Но...» Растерялась была она, но тут же ее глаза просияли. «Конечно, и я посажу здесь столько растений, что ты удивишься». «О да, дорогая, я не хочу, чтобы ты жила без своих любимых божьих коровок. И бабочек, и пчел», – добавила Ариэль. Сейчас и она выглядела как девочка, чьи мечты исполняются прямо на глазах. «Я посажу азалии, араукарии, пальмы. Я посажу сразу несколько видов алоэ, мандариновое дерево и лимонное, и не одно, и фикус Бенджамина, и драцены, и розы, конечно, и вообще крыша утонет в цветах». «Не забудь грядочку с патиссонами», – добавил Энто, «а я изобрету тебе самую необыкновенную поливальную систему. Ты просто повернешь кран, как появится полным-полно маленьких дождевых радуг». «А сюда, вот прямо сюда», – подхватила она, – «мы поставим плетеные кресла, такие, знаешь, качалки». «И столик», – продолжил лабрадор, – «и сварим наше любимое какао. Мне кажется, здесь оно будет особенно вкусным». Что ж, эти лабрадоры умели мечтать, но что важнее – воплощать мечты тоже. А иначе стоит ли? К концу сентября из кухни наверх вела хоть и крутая, но надежная дубовая лестница с перилами. По ней можно было попасть сразу в уютное шале с окнами во всю стену. Из того же старого, отжившего свое, но очень крепкого дуба были слажены и полки для книг, и аккуратный столик. В доме поместился даже миниатюрный камин, сделанный мастером своего дела пуделем Робби. Пока Энто руководил стройкой, Ариэль заказала несколько дюжин огромных глиняных горшков и столько же мешков с мягкой плодородной почвой. Она отправилась в питомник на окраине городка и выбрала самые подходящие растения для сада на крыше. Конечно, им предстояло еще подрасти, пережить теплую южную зиму, но уже этой осенью Энто и Ариэль, взявшись за лапы, любовались плодами своего труда, превратившего обыкновенную городскую крышу в восхитительный сад с домиком под облаками.